Когда научная станция Эребус в самом сердце Антарктиды отправила тревожный сигнал, никто не придал этому значения. В подобных условиях техника часто дает сбои, а короткие помехи в радиосвязи – дело привычное. Но в этот раз все было иначе. Перед отключением связи было зафиксировано сообщение, зашифрованное в протоколе чрезвычайной ситуации. Оно содержало всего несколько слов. Обнаружено нечто, невозможно описать. После этого тишина. Контрольный центр в Австралии пытался наладить контакт, но станция больше не выходила в эфир. Через 24 часа к зоне вылетела группа экстренного реагирования. До прибытия спасательной команды оставалось около 48 часов, и все это время в интернете начали расползаться слухи. Кто-то упоминал сейсмическую активность, кто-то утверждал, что видел перемещение тяжелой техники через ледяной шельф. Все выглядело как обычная паника. Однако интерес подогревался тем, что доступ к информации внезапно ограничили, а все публикации с упоминанием станции Эребус начали исчезать. Когда спасательная группа добралась до места, станция была пуста. Ни следов борьбы, ни признаков катастрофы. Все оборудование находилось в рабочем состоянии. Запасы еды и воды не тронуты, но людей не было. Даже следов на снегу. Будто они испарились. Единственное, что обнаружили, это зашифрованный архив на жестком диске главного компьютера. В нем находились файлы с датой последнего изменения. За 3 часа до сигнала бедствия. Что в них оказалось, пытались понять лучшие специалисты. Однако и они не могли объяснить одну странность. На записях с камер наблюдения, расположенных по периметру станции, последние несколько часов никто не заходил и не выходил. Как же исчезла вся команда? И пока эксперты спорили о природе исчезновения, один из операторов заметил нечто странное на дальнем фоне одной из камер. Движение под поверхностью льда. Огромная тень, словно медленно проплывающая под станцией. Тогда еще никто не понимал, что именно они зацепили на камере. Но кое-кто в закрытом военном отделе сразу начал действовать. Ведь подобное уже однажды случалось. Но не здесь и не в наше время. Через 6 дней после инцидента у станции Эребус сеть сейсмических датчиков, раскиданных по Антарктиде в рамках международной программы мониторинга, зафиксировала серию необычных колебаний. Они не напоминали стандартные толчки тектонического происхождения. Это были медленные, будто тянущиеся колебания, прерывистые, но с четкой логикой в интервалах. Ученые назвали это подледным эхом. Самое странное, источник сигналов находился в районе, где раньше была отмечена лишь сплошная толща льда и камня. Ни пустот, ни геотермальных аномалий там не было. Однако теперь эти эхосигналы повторялись с определенной периодичностью, как будто кто-то или что-то двигалось. Для верификации были подключены спутниковые радары. И вот тут поступили первые данные, которые вызвали замешательство даже у видавших виды геофизиков. На глубине более 2 миль под поверхностью, в районе подледной впадины, просматривалась форма, напоминающая вытянутое тело длиной в несколько десятков футов, без четких очертаний, но плотное, с внутренними структурами. Сначала предположили, что это просто оптическая иллюзия. Однако спустя 3 суток форма начала менять свое положение. Ледяная масса вокруг сместилась. Значит, объект не статичен. Это было невозможно. Там нет условий для движения. Температура ниже, минус 90, давление запредельное, доступ кислорода нулевой. Но форма двигалась. После этой находки информация мгновенно попала в закрытый оборот. Свободные ученые были отстранены от исследований, а на их место прибыла команда, подконтрольная государственным структурам. В отчетах появились новые термины: аномальное тело, неклассифицированная биологическая масса, предварительная консервированность. Кто-то из ученых написал в личном блоге, что это самое большое открытие после динозавров. Этот блог удалили через 3 часа, а сам автор внезапно ушел из проекта. Что-то под льдом двигалось, и это что-то имело форму, которую науке будет тяжело объяснить. Когда информация о подледной аномалии начала просачиваться в научные круги, один из геологов, работавших в соседнем регионе Антарктики, решил сверить координаты с собственными заметками. 5 лет назад его группа проводила бурение в районе древнего морского шельфа, ушедшего под лед десятки миллионов лет назад. Тогда они наткнулись на крупный обломок породы, в котором угадывался силуэт костной структуры. По предварительной оценке это могла быть часть черепа, но его размер не укладывался в рамки известных животных, обитавших в антарктических водах. Находку тогда списали на неудачную реконструкцию. Мол, неясно, что это, скорее всего, наложение разных слоев породы. Артефакт отправили в закрытое хранилище в Новой Зеландии и о нем забыли. Но теперь, с учетом новых данных, геолог инициировал пересмотр материалов. При новом анализе с помощью трехмерной томографии стало ясно, это не наложение, это часть массивного черепа. У него была впадина под глаз, мощная челюстная дуга и характерный изгиб, типичный для хищников мезозоя. Самое тревожное, структура кости оказалась плотнее, чем у
по-прежнему известных динозавров. А это говорило либо о необычном образе жизни, либо о морской среде с экстремальными условиями. Такой череп мог принадлежать существу, схожему с мозазавром, но превышающему известные размеры. Ученые осторожно избегали громких заявлений, но внутренние доклады уже содержали фразы вроде «аномально развитый морской хищник» и «неизвестный вид юрского или мелового периода». Когда же были сопоставлены координаты находки и аномалии подо льдом, выяснилось, что они лежат на одной геологической линии. И если это один и тот же организм, то мы имеем дело с существом, чьи размеры могли достигать длины автобуса. Но вопрос оставался прежним. Как такое существо могло сохраниться или вообще существовать в современности? Чтобы понять природу находки, группа палеонтологов начала срочный пересмотр архивных данных о морских хищниках, существовавших миллионы лет назад. И чем глубже они копали, тем больше появлялось параллелей с реально существовавшими видами, особенно с одним – Левиатан мельвилей. Левиатан был гигантским хищным китом, жившим примерно 10 миллионов лет назад. Он обладал массивными зубами длиной более 1 фута и конкурировал по жестокости с мегалодоном. Однако в Антарктиде подобные находки никогда не фиксировались, и это порождало еще больше вопросов. Некоторые ископаемые находки, связанные с мозазаврами, морскими рептилиями длиной до 60 футов, также указывали на возможное распространение этих существ по всему южному полушарию. Теперь представь, если такие виды действительно существовали в тех водах, а окаменелость найдена в зоне их бывшего обитания, может ли быть так, что один экземпляр каким-то образом задержался в подледной ловушке? Теоретически, да. И подобные идеи высказывались в научной среде раньше не как факт, а как гипотетическая возможность. А теперь сравнение. Скан ледяной массы показал структуру, напоминающую позвоночный столб протяженностью более 40 футов. Это число точно укладывается в рамки известных гигантских хищников. Пока что это только тень на экране. Но совпадения пугали, особенно когда форма начала сдвигаться. Команда, проводившая бурение в зоне подледной впадины, впервые столкнулась с тем, что бур резко ушел в сторону. Он как будто наткнулся на нечто мягкое, плотное, но не каменное. Анализ вытянутых проб показал высокое содержание органики и следы кальция. Компоненты, типичные для останков живых организмов. После серии проб было принято решение опустить в шахту зонд с камерой. Изображение, полученное с глубины более 1,5 миль, было смазанным, но отчетливо показывало нечто, напоминающее текстуру кожи. Кожа с грубой, почти рифленой поверхностью, как у крупных морских рептилий. Одновременно с этим на внешней стороне ледяного купола, чуть ниже станции, появились трещины необычной формы. Они выглядели как огромные продольные борозды, будто кто-то или что-то цеплялось за лед. Размер этих борозд превышал 15 футов. Такие следы не могли оставить никакие современные животные. Было решено отозвать основную часть команды. Но один из инженеров успел сделать замеры и загрузить данные на внешний сервер. Эти данные позже были изучены независимыми экспертами. Один из них утверждал, что структура льда в районе борозд была деформирована изнутри, как если бы под ней что-то двигалось. Медленно, но с огромной массой. И тогда возникла первая серьезная гипотеза. Возможно, под льдом не просто останки. Возможно, это существо, погруженное в состояние глубокого анабиоза. Как это может быть? Когда образцы органики, извлеченные из ледяной шахты, попали в лабораторию, эксперты ожидали увидеть типичную для древних окаменелостей картину. Разрушенные клетки, обрывки тканей, следы минерализации. Но то, что они обнаружили, противоречило базовым биологическим представлениям. В некоторых микроскопических фрагментах были найдены остатки коллагена, белка, который крайне редко сохраняется дольше нескольких десятков тысяч лет. Особенно в агрессивной среде вечной мерзлоты. Более того, в тканях сохранились четкие структуры капилляров и то, что внешне напоминало ядра клеток. Это означало, что образцы могли быть не миллионы, а максимум десятки тысяч лет старыми. Такой вывод приводил к двум объяснениям. Либо это совсем недавний биологический материал, каким-то образом попавший в глубинные слои льда, что почти невозможно. Либо мы имеем дело с уникальным явлением консервации, при котором органика могла сохраниться в замороженном состоянии невероятно долго. Научное сообщество разделилось. Одни говорили о прорыве, другие — подделке, третьи призывали молчать до завершения анализа, но часть данных уже успела попасть в сеть, по ошибке или преднамеренно. И среди этих данных были фотографии структуры тканей, почти идентичной тканям крупных морских млекопитающих. Что это значит? Если допустить, что подо льдом находится не просто замерзший хищник мезозоя, а фрагмент сохранившегося организма, тогда появляется самый тревожный вопрос: мог ли он пережить миллионы лет в состоянии анабиоза?
После всплеска активности вокруг станции Эребус и подледной аномалии правительство внезапно перекрыло доступ к региону. Вся коммуникация, спутниковая радиосвязь, интернет была заблокирована. Формально на время профилактических работ. Фактически началась полная изоляция зоны. Научные группы из других стран, которые ранее работали неподалеку, были экстренно эвакуированы. При этом официальная причина звучала абсурдно – угроза провала льда. Однако геологи не фиксировали никаких признаков нестабильности. Более того, независимые исследователи отмечали, что по каким-то причинам удаляются научные статьи, опубликованные за последние месяцы, связанные с геологией и биологией антарктического региона. Журналисты пытались узнать подробности, но на запросы никто не отвечал. Один популярный блогер, известный своими разоблачениями, опубликовал пост с предполагаемыми спутниковыми снимками района. Спустя час его аккаунт был удален, а сам он заявил, что ошибся и удалил все видео. На фоне этой тишины специалисты, имевшие допуск к проекту, начали говорить анонимно. Один из них сообщил, что видел часть отчета о возможной биологической активности в толще льда. Другой упомянул, что организму могли быть созданы условия, при которых возможна временная реактивация клеток. Еще один, что они не нашли тело как такового, только след. Как будто нечто покинуло лед совсем недавно. Когда молчание становится тотальным, это всегда значит, что кто-то боится шума. С целью верификации всей поступающей информации, независимая группа исследователей решила создать трехмерную карту подледной области, используя доступные данные спутников, старые сканы и расчеты. То, что они воссоздали, оказалось неожиданно. Под антарктическим льдом действительно существует система тоннелей и карстовых пустот, связанных с сетью подземных озер. Наиболее крупное из них – озеро Восток, давно известное науке. Однако рядом с ним оказались незарегистрированные образования. Одно из таких – протяженное углубление, уходящее вглубь почти на 2 мили, имело форму почти вертикального туннеля. На его дне находилась пещера объемом с многоэтажный дом. Она была окружена плотным льдом и имела собственный источник тепла, вероятно, геотермального происхождения. Биологи давно предполагали, что такие зоны могут поддерживать жизнь, пусть и микроскопическую. Но сейчас речь шла о пустоте, в которой теоретически могло поместиться существо колоссальных размеров. И если эта полость каким-то образом соединялась с океаном миллионы лет назад, туда действительно могло попасть крупное животное. А при определенной герметичности и стабильной температуре и сохраниться. Однако главное открытие было не это. В пещере находилась структура, напоминающая отпечаток. Огромный, закрученный, с линиями, похожими на следы мышц и кожи. Его зафиксировали на глубине почти 3 миль, и на одном из сканов что-то сместилось, буквально на 1,5 дюйма. Движение зафиксировали приборы. Кто-то посмеялся, кто-то пересмотрел сканы 10 раз, а кто-то сказал «сканируйте снова», пока оно не исчезло совсем. На глубине, где была зафиксирована предполагаемая форма, начались новые буровые работы. Исследователи пытались понять, с чем они имеют дело. Остатки тела, отпечаток, кристаллическое образование или что-то иное. Но когда была извлечена очередная порция проб, все изменилось. В центре льдинки находился темный элемент. Слишком упорядоченный, чтобы быть камнем, и слишком пористый, чтобы быть костью. Под микроскопом он показал сложную структуру, напоминающую хрящевую ткань. Это означало, что мы имеем дело не с отпечатком, а с реальным биоматериалом. Он не был полностью минерализован, как окаменелость, и это вносило полную неразбериху в датировку. Реальная температура слоя, где находилась находка, колебалась в пределах минус 90 по Фаренгейту. Это почти исключает метаболическую активность. Однако рядом с образцом фиксировался легкий тепловой след. Как такое возможно, никто не знал. Предположений было много. Реакция кристаллизации, геотермальный карман, бактериальная активность. Но ни одно не объясняло полностью сохраненную структуру ткани. В тот момент один из геологов впервые произнес фразу, которая потом будет повторяться снова и снова. Это не след прошлого. Это, возможно, след настоящего. И хотя пока не было доказательств, что организм активен, сам факт подобного состояния образцов означал одно. Наша планета все еще хранит тайны, которым наука не готова дать ответ. И среди них не просто вопросы о выживании, а, возможно, о наблюдении за нами. Озеро Восток давно известно как уникальное подледное образование, изолированное от поверхности более 10 миллионов лет. Глубиной около 3 миль оно представляет собой экосистему, не контактировавшую с внешним миром со времен динозавров. Именно здесь, по мнению некоторых ученых, могли сохраниться организмы, которых давно считают вымершими. В 2011-м Россия официально объявила об успешном бурении до озера Восток. Тогда в образцах воды были обнаружены уникальные формы микробной жизни, но часть отчетов так и не была опубликована, а
эксперименты вскоре заморозили. Формально из-за экологических рисков. Сейчас внимание снова было приковано к востоку. Потому что новое сканирование показало, под одной из ледяных пластин есть нечто по форме напоминающее хребет. Гигантская извилистая линия, уходящая вглубь озера. Ученые спорили, это может быть геологическая структура, но при сравнении с формами хрящей и позвоночников современных китообразных совпадение было пугающе точным. Именно тогда появилась идея о запуске подледного дрона. Миссия была тайной, и о ней почти никто не знал. Но один из инженеров, принимавший участие в проекте, позже анонимно рассказал: «Мы видели тень, она двигалась. Мы ее больше не нашли, но я помню, как она смотрела в камеру». Когда начали появляться первые изображения с подледных камер и микроскопические снимки тканей, научное сообщество разделилось. Одни считали это сенсацией, другие — грубой фальсификацией. Но сам факт того, что обсуждение происходило за закрытыми дверями и не допускалось в широкую прессу, говорил о многом. Палеонтологи, имевшие опыт работы с морскими рептилиями, выразили осторожный интерес. Структура ткани напоминала известные экземпляры мозазавров, но с отличиями, которые указывали на возможное боковое ответвление эволюционной ветви. Вопрос был не в том, существовало ли подобное существо, а в том, как оно смогло сохраниться в столь нетронутом состоянии. Биологи из арктических программ сразу провели параллель с находками хорошо сохранившихся мамонтов в вечной мерзлоте Сибири. Там находили не только кожу и шерсть, но даже кровь в полужидком состоянии. И если подобное возможно с млекопитающими, может ли существовать аналогичный сценарий с морскими хищниками? Один из ученых заявил: это открытие, которое может изменить наше понимание вымирания как явления. Возможно, некоторые виды вовсе не вымерли, а просто ушли в спячку на миллионы лет. Эта фраза быстро исчезла из стенограммы заседания, и больше он подобных слов не повторял. Тем временем геохимики выяснили, что в зоне нахождения следа зафиксировано повышенное содержание метана и сероводорода, газа, который может образовываться как результат разложения органики, так и при жизнедеятельности. Второй вариант был бы невозможным, если бы это существо не было хотя бы частично живо. Парадокс. Чем больше поступало данных, тем меньше информации становилось доступной общественности. Были удалены десятки публикаций, закрыты форумы, отозваны научные статьи. Люди, публиковавшие снимки и доклады, либо отзывали свои слова, либо исчезали из публичного поля. Самое громкое исчезновение — биолог из Франции, работавшая в международной подледной миссии. После публикации доклада о вероятной активности тканей она вылетела на конференцию и больше не появилась. Ее коллеги заявили, что она ушла в долгосрочный отпуск, но на связь она больше не выходила. Ни в личных, ни в научных кругах. В крупных университетах, где обсуждали эту находку, обсуждения стали проходить без протоколов. Все документы пересылались лично, печатались и хранились без цифровых копий. Это больше походило на режим работы секретных лабораторий, чем на открытую науку. Один из журналистов, расследовавших дело, обратил внимание на интересную закономерность. Чем ближе человек был к реальному анализу образцов, тем скорее он терял интерес к теме, как будто им что-то объясняли. Или угрожали, или показывали нечто, что заставляло молчать. Пока в официальной прессе писали о переоценке данных, за кулисами происходило совсем иное. Кто-то очень влиятельный хотел, чтобы это открытие не стало достоянием масс. По крайней мере, пока. Несмотря на молчание официальных структур, одна из лабораторий на юге Чили, независимая и частная, получила доступ к копии образцов, переданных в обход главных каналов. Их команда начала исследование ткани в тайне. Результаты превзошли даже самые смелые ожидания. Состав ткани указывал на невероятную выносливость. В ней присутствовали белки, устойчивые к экстремальным перепадам температуры, а также следы липидов, типичных для животных, способных к длительному анабиозу. Некоторые из этих элементов встречаются у глубоководных видов, выживающих под чудовищным давлением. Но главное, внутри тканей были обнаружены структуры, схожие с зародышевыми клетками. Это означало, что клетки еще могли делиться. Не активно, но потенциально. В лаборатории не утверждали, что существо живо, но признали, оно не полностью мертво. Эта новость распространилась среди нескольких независимых групп, но реакция была одинаковой. Все потребовали прекратить исследования. Причина — опасность заражения неизвестными микроорганизмами. Официальный повод выглядел логично. Но среди ученых никто не говорил о вирусах. Все говорили о другом. Если это действительно анабиоз, кто знает, что произойдет при его прерывании. Случаи криоконсервации в природе известны давно. Лягушки, черви, некоторые виды рыб способны замерзать и спустя месяцы возвращаться к жизни. Но все они мелкие организмы. Здесь же речь шла о существе, длина которого могла достигать 40 футов. Но в Антарктике есть уникальный феномен — зоны геотермального тепла, находящиеся под толщей льда. Именно в таких зонах теоретически возможно существование жидкой воды и стабильной температуры даже при глубоком промерзании поверхности. Если существо попало в такую зону, будучи уже мертвым, оно могло
сохраниться. Если попало живым, могло войти в состояние анабиоза. Долговременный анабиоз – явление редкое, но возможное. Особенно если организм изначально адаптирован к экстремальным условиям. И, возможно, именно это обеспечило выживание вида, который считался вымершим десятки миллионов лет назад. Но есть одно «но». Если организм начал просыпаться, а все признаки указывали на это, значит условия изменились. И изменились не случайно. Финальные доклады, собранные из разрозненных источников, показывали тревожную картину. Активность подо льдом нарастала. Данные сейсмических станций фиксировали регулярные микродвижения в районе озера Восток. Тепловые датчики указывали на постепенное повышение температуры. Последний перед отключением сигнал зонд зафиксировал короткий фрагмент видео. Камера попала в зону с мутной темноватой водой. На долю секунды показалась массивная тень. Затем картинка исчезла. После этого станция была отключена полностью. Все ученые эвакуированы. Доступ закрыт. В официальных источниках тишина. А в закрытых архивах теперь лежит дело, которое не может быть опубликовано. Потому что если оно подтвердится, человечество столкнется с фактом. Жизнь на планете не просто древняя, чем мы думали. Она умнее, выносливее. И не всегда мертва. Иногда она просто ждет. Пока лед не треснет. И тогда уже будет поздно делать вид, что это лишь научная гипотеза.